Приветствую вас на моем канале. Сегодняшнее видео будет о педикюре, а также я вам покажу свои новые пододиски. Будем вместе с вами проводить эксперименты. Если вам интересно, присоединяйтесь. А с вами я, Миронова Виктория. Итак, как и обещала, показываю вам свою новиночку. Недавно увидела в интернете вот такие прикольные круглые штуки. Они называются пододиски и созданы для аппаратного педикюра. Мне стало интересно, действительно ли они такие эффективные, как показывают в рекламе. Поэтому заказала себе два пододиска разных диаметров 25 и 20. Когда открыла посылку, была приятно удивлена, когда увидела вот такие прикольные черные коробочки, в которых находились пододиски. Не знаю, как вы, а у меня какая-то слабость к таким красивым мелочам. Так как вы поняли, на вид мне понравились насадки, теперь осталось проверить их на деле. Еще заказала сменные файлы к этим дискам с абразивностью 100 грит и 220. Такие файлы крепятся очень легко. Снимаем пленку и клеим абразив на металлическую основу. На большой диск я приклеила абразив 100 грит, а на маленький 220 для шлифовки. А испытывать свои диски я буду сегодня на этих ножках. Как видите, педикюр давно не делался, ногти очень сильно отросли. Если честно, я очень боюсь даже сейчас снимать гель-лак и увидеть что-то там неприятное. Также клиентка рассказала, что пару дней назад она очень сильно надавила на ногти из-за узкой обуви. После чего она самостоятельно обрезала пару ногтей, которые очень болели. Как видите, кожа на стопе тоже очень сухая, есть очень много трещин, и скажу, что с помощью обычной пилки и кератолитика будет это очень сложно убрать. Я уже говорила, что мы сегодня будем проводить эксперимент, а заключаться он будет в том, что на одну стопу я наношу калус, а на вторую не буду. Посмотрим, как эффективнее работают пододиски. Я убедилась в том, что на пятке нет глубоких трещин, и я спокойно могу наносить кислоту. Калусом промазываю только огрубевшие части. Далее обычной пищевой пленкой заматываю ногу. Перед началом этой процедуры ноги были опущены в ванночку с водой. Теперь перехожу к ногтям, снимаю старый гель-лак. Делаю это с помощью твердосплавной фрезы на максимальных оборотах моего аппарата, то есть 35 тысяч. Сейчас очень хорошо видно, что гель-лак уже из-за своей давности начал просто слезать пластами. В процессе снятия материала я поняла, что с ногтями все нормально, и это меня обрадовало. Хотя сейчас, когда сижу для вас, записываю звук и смотрю на изображение на мониторе, кажется, что там все-таки есть проблемы, но на самом деле это не так, я вам сейчас объясню почему. На самом деле такое очень редко встречается, но по крайней мере в моей практике таких клиенток немного. У этой клиентки как на руках, так и на ногах очень сильно разросшийся гипонихий под ногтями. Поэтому нужно быть аккуратным, когда срезаешь ногти, ведь там может оказаться вот такой неприятный сюрприз. Особенно как сейчас, когда мы убираем длину ногтей под 0. Я уже знаю, что у этой клиентки такая особенность, поэтому всегда щипцами убираю длину чуть-чуть меньше, а затем уже просто пилкой допиливаю все остальное. Казалось, что хочется сделать длину еще покороче, ведь зима и ногти должны быть короткими, чтобы не упираться в обувь, а нет, тут-то было, сделать это невозможно. Поэтому на левой и правой ноге у нас будет разная длина ногтей, все же из-за той же причины. Конечно, летом можно сделать одинаковую длину, чтобы все выглядело эстетично. Пушером отодвигаю кутикулу и топориком пытаюсь вычистить птериги.
С помощью фрезы пламя с тупым носиком вычищаю весь птеригий. Здесь есть с чем поработать. Все движения мягкие и аккуратные. Скорость вращения фрезы примерно 15 тысяч оборотов. Сначала мой аппарат включен на режим Forward, я вычищаю одну сторону. Затем переключаю свой аппарат на реверс и вычищаю птеригий с другой стороны. Наношу кератолитик, использую средство от торговой марки C&D. С помощью пушера распределяю жидкость по всей ороговевшей коже. Вычищаю все загрязнения, которые собрались под ногтем, а также в боковых пазухах. Сухой салфеткой вытираю излишки размягчителя. Ножницами с согнутым кончиком срезаю кутикулу. Как вы видите, здесь очень высокие валики, поэтому в пазухах еще нужно очень хорошо поработать щипцами для кожи. Money work, yo digo las cosas como son. No quiero ninguna aceptación. Tampoco vengo a pedir perdón porque mis sentimientos se volvieron la canción. Yeah, no me vale mucho como tú me ves. Sabes, tú me llegas solo a los pies. Para mí ser grande es un interés. Ser un buen humano para mí es un deber. А теперь пришло время переходить к стопе. Первую буду обрабатывать ножку, которая без кератолитика. Вставив насадку с абразивностью 100 грит, я начала свою работу. Включила изначально свой аппарат на максимальные обороты. Но сразу поняла, что нужно снизить обороты, ведь фреза справляется отлично с огрубениями и на 20-15 тысячах. Сначала мне было немного непривычно, вы сейчас видите, что я никак не могу понять, как мне начать работу. То с одной стороны, то с другой, куда крутится эта насадка, как ею работать. Но очень скоро я поняла, что нужно работать короткими движениями, и насадка будет очень хорошо спиливать огрубение. Короткими движениями, не задерживаться на одном месте, потому что у меня фрезер самый обычный, Marathon 3, у него нет подачи воды, как есть у профессиональных аппаратов для педикюра, поэтому нужно работать очень быстро, чтобы не задерживаться на одном месте, ведь у клиентки будет просто нагреваться пятка. Если честно, я даже не могла подумать, что пододиск будет справляться с такой пяткой и будет так хорошо снимать огрубевшую кожу.
Причем я раньше уже покупала разные насадки для аппаратного педикюра, и они были намного дороже, чем пододиск. И не скажу, что мне понравился результат. Возможно, из-за того, что они тяжелые, не хватало мощности моего аппарата для хорошей работы с ними. Поэтому я не очень часто делаю именно аппаратный педикюр. Él me decía que esa falda era muy fea, porque sus celos nunca dejaron que fuera bella. Me controlaba todas las noches, noches en vela. Влажной салфеткой вытерла стопу. Теперь сменила пододиск, абразивность у меня сейчас 220 грит, и уже выполняю шлифовку. Ve con tus amigas que si quieren verte, yo no estoy pa' amigas, ya cambié mi suerte. Vete y volando, quiero estar soltera, que el amor es malo porque te envenena. Влажной салфеткой вытираю всю пыль и проверяю, не осталось ли еще шероховатостей на стопе. Теперь покажу вам, как я делала ногу, на которую нанесла калус. Сняла пищевую пленку и хорошо вычищаю остатки калуса с помощью влажной салфетки. Вам интересно, какой будет результат на этой стопе? Мне тоже было интересно, поэтому я быстро начала работу. Как видите, пододиск тоже отлично справляется. Единственное, я включила немного больше обороты. По ощущениям клиентки, ей больше понравилась работа по калусу, ведь пятка не так сильно нагревалась. Также плюсом в таком методе является то, что пыли намного меньше. А так как у меня нет специальной вытяжки, которая бы всасывала в себя всю пыль, то мне такой способ, наверное, понравился тоже больше. Una santa, pero en la disco tremenda mujer. Poca ropa y calor, son curvas que dan ardor. No le eche la culpa a las luces, al dragón ni tampoco al sol. No me tagues en tus historias, que se van a enterar. Y estás conmigo y tus amigas se van a interesar. Me piden más y más.
И на завершение еще шлифую кожу на больших пальчиках. Вытираю всю пыль и теперь могу приступать к покрытию ногтей гель-лаком. Тонким слоем наношу базовое покрытие. Все пальчики у нас будут перекрыты нежно-фиолетовым оттенком от торговой марки Атика, номер 105. А вот большие пальчики будут перекрыты белым цветом. Y ya no sabes lo que pasa. El primer verso, papi. Lo que manda aquí la clave. Este ritmo. И на завершение я еще нарисую пару цветочков. Светло-фиолетовым оттенком рисую основные лепестки и подсушиваю в лампе. La chema tan brava. Esta vida es brava. Y yo también soy bravo. Por eso lo que repica son. Светло-салатовым рисую листья. Темный гель-лак сиреневого цвета ставлю посерединке цветка, провожу еще пару линий для обозначения контура, затем беру большую кисть и растушевываю аккуратно фиолетовый оттенок. Кисть у меня сейчас смочена в топе без липкости и вытерта в салфетку. Y ya no sabes lo que pasa. Добавляю пару темных линий и растушевываю их. Aquí lo que falta el cajón. En esta jungla soy el gran león. Armen las cosas en el malecón. Lo que gozamos es salsa y son. Ya saben lo que repica son los cueros. Tengo la clave, soy el suelo. Esta vida fuego. Ставлю посерединке пару точек зеленого оттенка. Тонкой кистью прорисовываю контуры. Просушив все линии, перекрываю ногти топом. Наношу крем на стопу. Que viva mi gente, que viva la raza. De noche a día aquí se trabaja. Вот такой результат у нас сегодня получился. Надеюсь, сегодняшнее видео было полезным для вас. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. La tóxica eres tú, cuando me tratas mal y sigues, cuando tú me traicionas con vaciles, hermosa pero tú tienes como 10,000 perfiles, uno que me ames y otro que me olvide. La tóxica eres tú, cuando me tratas mal y sigues, cuando tú me traicionas con vaciles, hermosa pero tú tienes como 10,000 perfiles, uno que me ames y otro que me olvides. Eras todo lo que yo soñaba, ahora te quiero olvidar, con tiburones ya no sé nada. Por eso ausente voy a estar. No me mereces, no me mereces. Ponle esa trampa otras veces. No es mucho lo que tú ofreces.
Ella sabe lo que yo le doy. Ella es consciente de lo que pasa. Ya ni me le arrimo, aquí estoy. Siendo estrella, buscado en la NASA. La tóxica.